Это четвертый урок антивозрастной программы «Искусство не стареть». Ее создатель Томас Хана убежден, если освоить этот несложный комплекс из 8 уроков и в дальнейшем уделять им 5-10 минут в день, можно нейтрализовать стресс и избавиться от хронической боли в любом возрасте. Эта практика позволяет наслаждаться прекрасным самочувствием и гибкостью тела и в 30, и в 60, и даже в 90 лет. Положение 1. Лягте на спину, ноги согнуты в коленях, стопы приближены к ягодицам. Движение А. Скрестите ноги так, чтобы левая нога располагалась над правой. Вдохните. На выдохе медленно опустите ноги налево, как будто они упали естественным образом. На вдохе медленно вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз. Следите, чтобы правое плечо не поднималось, когда ноги опускаются влево. Вытяните руки и ноги и отдохните. Ощущения. Сравните ощущения в правой и в левой ногах. Наблюдайте, не чувствуете ли вы большее расслабление на правой стороне грудной клетки. Положение 2. Лежа на спине с согнутыми в коленях ногами, поднимите прямые руки, ладони плотно сжаты. Выполняя движение, следите, чтобы локти не сгибались и ладони не соскальзывали. Движение А. Вдохните. На выдохе наклоните руки вправо, насколько это возможно, без неприятных ощущений. Поверните также голову и глаза вправо. На вдохе медленно вернитесь в исходное положение. Повторите 5 раз. Вытяните руки вдоль туловища и отдохните. Движение Б. Левое колено над правым, руки вдоль туловища. На выдохе ноги отклоните вниз и влево. Поверните голову вправо и вытяните правую руку на коврике выше головы. На вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 5 раз. Ощущение. Стало ли легче опускать ноги? Двигаются ли они на большее расстояние? Наблюдайте, как верхняя часть тела закручивается вправо, а нижняя влево, образуя спираль и удлиняясь. Положение 3. Лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища, ноги согнуты в коленях. Правое колено расположите над левым. Движение А. На выдохе медленно опускайте ноги вправо. Поворачивайте голову влево и вытягивайте левую руку на коврике над головой. На вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 5 раз. Ощущения. Заметьте, что при повороте головы шейные позвонки и ребра легко занимают наиболее удобное положение по отношению друг к другу. Это облегчает движение по спирали, скручивание. Положение 4. Вытяните прямые руки вверх, ладони плотно сжаты, ноги согнуты в коленях. Движение А. На выдохе опустите руки медленно влево. На вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 5 раз. Положение 5. Правая нога над левой, руки вдоль туловища. Движение А. На выдохе отклоните ноги медленно вправо, одновременно поворачивая голову влево и вытягивая левую руку вверх на коврике. Повторите 5 раз. Ощущения. Наблюдайте за кошачьей грацией, с которой вы совершаете движение. Делайте эти движения как можно более приятными. Вспомните, как вы подтягивались, когда были ребенком. Положение 6. Правая нога над левой, руки в положении пирамиды. Движение А. На выдохе отклоните руки и голову на половину пути влево. Затем отклоните вправо ноги. Верхняя половина тела гораздо легче, чем нижняя, поэтому руки движутся первыми. На вдохе медленно вернитесь в исходное положение. Повторите 5 раз. Ощущения. Наблюдайте полное закручивание тела по спирали, как будто бы 2 гигантские руки медленно закручивают верхнюю часть тела в одном направлении, а нижнюю в другом. Положение 7. Скрестите ноги, расположите левую ногу над правой, держите руки в положении пирамиды. Движение А. На выдохе отклоните руки и голову на половину пути вправо, затем расслабьте ноги, чтобы они отклонились влево.
На вдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 5 раз. Выведите ноги из скрещенного положения и расслабьтесь. Положение 8. Ноги согнуты в коленях, обе руки вытянуты в стороны. Движение А. Передвигайте вверх с помощью вращательных движений левую руку по поверхности пола до тех пор, пока надплечье не упрется в пол. Одновременно аналогичным вращательным движением перемещайте правую руку вниз по поверхности пола до тех пор, пока надплечье не начнет отделяться от пола. Затем выполните противоположное движение, откатывая левую руку вниз и правую руку вверх. Повторите несколько раз, медленно и осторожно, пока не ощутите суть этого движения. Откатите правую руку вниз, а левую руку вверх. Одновременно отпустите ноги направо. Затем выполните противоположное движение. Правая рука перекатывается вверх, левая рука перекатывается вниз, а ноги опускаются налево. Медленно продолжайте это движение, давая возможность голове участвовать в нем. Голова поворачивается влево, в то время как колени опускаются вправо. Голова поворачивается вправо, в то время как колени опускаются влево. Повторите 10-20 раз. Ощущение. Наблюдайте, как все тело скручивается, растягивается и удлиняется. Старайтесь, чтобы эти движения были приятными, как у ребенка или как у кошки. Остановитесь и отдохните. Развитие правильного представления о положении тела. Восстановив способность управлять мышцами позвоночника и туловища, можно выправить искривление позвоночника. Для проверки, если у вас сколиоз, встаньте перед зеркалом, закройте глаза и быстро наклонитесь в какую-либо сторону. Затем вернитесь в исходное положение, которое вам кажется вертикальным. Откройте глаза и взгляните в зеркало. Расположена ли голова вертикально? Расположены ли надплечья горизонтально? Находятся ли руки в одном и том же уровне? Если вы отклонились в сторону, значит, что ваше представление о положении тела искажено и ощущение равновесия нарушено. Для исправления искаженного представления о положении тела с закрытыми глазами наклонитесь вправо, затем вернитесь в положение, которое вам кажется вертикальным. Если, открыв глаза, вы теряете чувство равновесия, немедленно закройте их, исправьте нарушение равновесия и откройте глаза, но не двигайтесь. Если равновесие не восстановлено, закройте глаза вновь и повторите эти приемы, пока не достигнете цели. Не восстанавливайте равновесие с открытыми глазами, поскольку ваша сенсорно-моторная, чувствительно-двигательная система ничему не научится, и осанка не изменится. После того, как вы добились равновесия с закрытыми глазами, повторите все процедуру, отклоняясь влево. Затем, когда добьетесь равновесия, проделайте те же движения вправо, затем снова влево. На следующий день проделайте вновь то же. Примерно через неделю, даже в темноте, вы будете точно определять положение головы и тела в пространстве. К этому моменту коррекция сколиоза будет полной. Способность управлять мышцами восстановится. Внутреннее представление о себе и отображение в зеркале совпадут. Это пример самообучения управлением функциями организма, который основан на биологической обратной связи. Вы освоили 4-й урок, и теперь можно переходить к 5-му. До встречи!